Турция кипит. Эрдоган запрещает митинги полиции. Студенты идут стенка на стенку. К чему все идет? Россия требует капитуляции Украины, а Трамп подталкивает Зеленского к невыгодному заключению мира. Президент Америки заявил о разделе земель и назвал сроки прекращения боевых действий. Когда это может произойти? Танковые потери под Курском. Сколько потеряли стороны? Озвучены данные. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве частичного прекращения огня. Президент под обстрелом. Звезда кино Жерар Депардье, которому Путин вручал российский паспорт, а Кадыров квартиру в Грозном, на скамье подсудимых. Французского актера обвиняют в сексуальных домогательствах. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. В Турции накаляется ситуация. После ареста Экрема Имамоглу, главного оппонента Эрдогана, по всей стране вспыхнули массовые протесты. Власти жестко подавляют митинги, запрещая демонстрации в Стамбуле, Анкаре, Измире и других городах. В Измире, в частности, произошли страшные столкновения с полицией. Протестующих разгоняют слезоточивым газом, водометами, сотни людей задержаны. Лидер Республиканской народной партии назвал запреты на демонстрации незаконными и призвал людей выходить на улицы, но на мирные демонстрации в защиту своих избирательных прав. А Эрдоган, который полностью отрицает обвинения в том, что расправляется со своим соперником, уже заявил, что Турция не будет терпеть уличного насилия и беспорядков. Послушайте, я говорю очень открыто и ясно. Улица, на которую вас призвал лидер Республиканской народной партии, это тупиковая улица, не забывайте. Его указание на улицу, чтобы защитить воровство, беззаконие, мошенничество вместо зала суда, это серьезная безответственность. Как печально, что эта партия под руководством нынешней администрации быстро теряет свое качество партии, которая делает политику на законной основе из-за своих асимметричных отношений, которые она построила с нелегальными организациями, коррупцией, в которой она погрязла по горло, своих установок, которые поощряют путчистов, своего проблемного дискурса, который подстрекает к уличному терроризму. Задержание Имамоглу, занимавшего пост мэра Стамбула 2 срока, говорит о том, что Эрдоган, который находится у власти уже более 20 лет, пытается подорвать избирательные перспективы своих соперников. В этом уверены аналитики. Напомню, что Имамоглу, оппонента действующего президента Турции, обвинили в коррупции и связях с терроризмом. Но оппозиция уверена, что это политическая зачистка перед выборами 2028 года. ВСУ потеряли огромное количество танков во время своей операции в Курской области. Количество соизмеримо с российскими потерями на том же направлении. Об этом пишет издание Forbes. Авторы материала утверждают, что за время 7-месячной битвы в российском приграничье силы Москвы лишились 66 танков, в то время как украинцы 55, что является большим показателем. Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинских войск на прошлой неделе, русские сделали все, что могли, подбив или захватив больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять. Тем временем Business Insider пишет, на фоне тяжелых боев, в частности потерь под Курском и постоянного давления со стороны России на передовые позиции, администрация Трампа усиливает вызовы для Украины, существенно ограничивая ее возможности для переговоров. США подталкивают Киев к переговорам при неблагоприятных условиях. Авторы материала считают, что Зеленскому, вероятно, придется пойти на невыгодную сделку, особенно учитывая стремление Трампа быстро завершить войну. В то же время Москва продолжает выдвигать неприемлемые требования, фактически желая капитуляции Киева, уточняет издание Business Insider. Сам же Трамп заговорил о прекращении огня в ближайшее время. Также считают, что и Украина, и Россия прекрасно выполняют свои обещания и не бьют по энергетике друг друга. Да, я думаю, у нас действует прекращение огня во многих районах. И пока что оно хорошо соблюдается. Достичь этого было непросто, знаете. Там было много оружия, направленного друг на друга. Некоторые солдаты, к сожалению, оказались в окружении других солдат. Но, думаю, совсем скоро у нас будет полное прекращение огня, а затем будет заключен договор. Сейчас идет его обсуждение.
Договор о разделе территорий. Как раз сейчас над ним идет работа переговорщиков. В то же время Макрон так не считает. Он заявил, что недавние удары России по Украине говорят о том, что Москва не разделяет стремление к миру. В то же время в Кремле говорят, что приказ Путина в силе. Приказ Верховного Главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией. Президент попал под обстрел. Массированный удар россиян по Одессе на себе прочувствовал глава Чехии Петр Павел. Об этом накануне много писали украинские медиа. Павел приехал в Украину с визитом, в первую очередь побывал в Одессе, а после уже отправился в Киев к Зеленскому. Президент Чехии уже там признался, что массированный удар начался через 20 минут после того, как он выехал из города. После того, как узнал, какими были удары и последствия, заявил, что с Путиным вести дела сложно. Очень тяжело работать с такой стороной переговоров, и я думаю, что нам нужно обратить внимание на эти события, чтобы продемонстрировать, как Россия переходит к мирным переговорам. И за это должна быть ответственность. Нам нужно быть очень осторожными по поводу любого будущего условия. Зеленский же отправил сигнал Кремлю, говорит, что это не Украина не придерживается режима тишины, а Путин. Каждый день мир получает все новые и новые доказательства того, что единственной причиной этой войны является Путин и его Россия. Уже больше недели на столе лежит предложение о полном прекращении огня, но тишины нет только потому, что Путин его не принимает. Поэтому необходимо давление на Россию. Напомню, что украинская делегация не планирует встреч и контактов с российской стороной во время раундов двусторонних переговоров с США, которые состоятся уже в понедельник в Саудовской Аравии. Ранее в Вашингтоне говорили о том, что стороны будут находиться в разных комнатах, но очень близко друг к другу. Друзья, что думаете о заявлениях, которые касаются раздела территорий? Напишите свое мнение в комментариях. Французский актер с российским гражданством, который получил паспорт из рук Путина, предстанет перед судом по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах на съемочной площадке. Дело Жерара Депардье привлекло широкое внимание и стало частью масштабной дискуссии о сексуальном насилии во Франции. 76-летний Депардье, одна из самых известных кинозвезд, уже не впервые сталкивается с обвинениями, однако это будет первый случай, когда он официально окажется перед судом. Прокуроры утверждают, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году актер домогался одной из женщин, притягивал к себе, сжимал ногами, касался талии, бедер и груди, произнося непристойные слова. За этим наблюдали 3 свидетеля. Приставал ко второй женщине, как на съемочной площадке, так и на улице. Сам же Депардье категорически отрицает обвинения. Я думаю, что это очень важный судебный процесс, потому что Жерар Депардье – очень известный человек, которого любила Франция. Этот судебный процесс проходит на фоне еще одного более серьезного обвинения против Депардье – изнасилования молодой актрисы в 2018 году. По этому делу прокуроры также требуют разбирательства. Напомню, что в марте 2022 года, в начале полномасштабной войны в Украине, Депардье наплевал на Путина. Он заявил, что русский народ не несет ответственности за действия властей. Тогда в Кремле заявили, что Депардье не погружен в повестку и не понимает ситуацию. Напомню, что российское гражданство французская звезда получила более 10 лет назад. Тогда же в подарок от Кадырова Депардье получил 5-комнатную квартиру в Грозном. Уникальные вещи Майкла Джордана и Коби Брайанта выставлены на аукцион в доме Сотбис. Ожидается, что эти уникальные лоты могут принести организаторам не менее 20 миллионов долларов, по 10 миллионов за каждую. Речь идет о майках звезд, которые считаются не просто вещами, а символами амбиций, упорства и побед, которые сделали Джордана и Брайанта легендами НБА. Футболка Майкла Джордана с автографом датируется 1980-ми годами. Эксперты называют ее единорогом среди спортивных сувениров, так как она крайне редко появляется на рынке. А майка Коби Брайанта, первая, в которой он выступал в НБА, символизирует его яркий путь от новичка до легенды Лос-Анджелес Лейкерс. Компания Mia Gray, специализирующаяся на проверке подлинности спортивных сувениров, ранее проанализировала 130 футболок, которые якобы принадлежали
Джордану и признала настоящими только 4. Это делает выставленный лот по-настоящему редким и ценным. Я думаю, что вещи первой игры особенными делает то, что они являются очень личными для спортсмена. Так ведь? Знаете, они могут использовать их для важного момента в своей карьере. Вы думаете о финале NBA, что-то в этом роде. В этом случае они могут использовать их для своей первой игры в NBA. И поэтому, если вы фанат или страстно любите команду и знаете, что часто название на лицевой стороне так же важно, как и на обороте, это действительно ощутимая связь со спортсменом, моментом и командой. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!